Пришел поезд, слава богу. Который час? Скоро 2, уже светло. Насколько же опоздал поезд? Часа на 2, по крайней мере, а? Я-то хорош. Какого дурака свалял, а? Нарочно приехал сюда, чтобы на станции встретить, и вдруг проспал. Досада. Сидя, заснул. Хоть бы ты меня разбудила. Я думаю, что вы уже уехали. Вот, кажется, едут. Да нет, багаж получить, то да сё. Любовь Андреевна прожила за границей 5 лет. Не знаю, какая она теперь стала. Хороший она человек, легкий, простой человек. Помню, когда я был мальчонком, лет 15, отец мой покойный, он тогда тут на деревне в лавке торговал, ударил меня кулаком по лицу, кровь пошла из носу. Мы тогда зачем-то пришли во двор, он выпивший был. Любовь Андреевна, как сейчас помню, молоденькая такая, еще худенькая, подвела меня к рукомойнику вот в этой самой комнате, в детской. Не плачь, говорит мужичок, до свадьбы заживет. Мужичок. Отец мой, правда, мужик был. А я вот в белой жилетке, в желтых башмаках, со свиным рылом в калашный ряд. Только что вот богатый, денег много, ежели подумать и разобраться там. Мужик мужиком. Читал вот книгу и ничего не понял. Читал и заснул. А собаки всю ночь не спали. Чувствуют, что хозяева едут. А чего это ты, Дуняша, такая? Руки трясутся. Я в обморок упаду. О, больно уж ты нежный, Дуняш. И одеваешься, вот и прическа тоже. Так нельзя. Надо себя помнить. Вот садовник прислал. Говорит, в столовой поставить. И квасу мне принесешь. Слушай. Сейчас утренник. Мороз в 3 градуса. А вишня вся в цвету. Не могу одобрить нашего климата. Не могу. Наш климат не может способствовать в самый раз. Вот, Ирма Алексеевич, позвольте вам присовокупить. Купил 3-го дня сапоги, они скрипят так, что никакой возможности. Чем бы смазать? Отстань, надоел. Каждый день со мной случается какое-нибудь несчастье, и я не ропщу. Привык, даже улыбаюсь. Я пойду? Вот. Вот видите? Извините за выражение. Какое обстоятельство, между прочим. Нет, это просто даже замечательно. А мне, признаться, Ермолай Алексеевич Епиходов предложение сделал. А? Не знаю уж как. Человек, он смирный. Только начнет говорить, ничего не понятно. Хорошо, чувствительно, только непонятно. Он мне как будто нравится. И он любит меня безумно.
человек, он несчастливый. Каждый день что-нибудь. У нас его так и дразнит 22 несчастья. Вот, кажется, едут. Едут. Что со мной? Похолодело все. Едут в самом деле. Пойдем встречать. Узнает ли она меня? 5 лет не видались. Я сейчас упаду. Ой, я упаду. Пройдемте здесь! Пройдемте здесь! Все-таки, слава, слава. А уж мы тут... Да. Пройдемте здесь! Ты, мама, помнишь, какая это комната? Детская. Как холодно. У меня руки закоченели. А ваша комната белая и фиолетовая такими же остались, мамочка. Детская, милая моя. Прекрасная комната. Тут я спала, когда была маленькая. Я и теперь как маленькая. А ты, Варя, ты, Варя, все такая же. На монашку похожа. Боже мой. И Дуняша я узнала. Поезд опоздал на 2 часа. Каковы порядки? А моя собака и орехи кушает. Моя комната, мои окна, как будто я не уезжала. Я дома. Завтра утром встану, побегу в сад. Если б я могла уснуть, я не спала всю дорогу. Томило меня беспокойство. 3-го дня Петр Сергеевич приехали. Петя. В бане спят, там и живут. Не хочу, говорят, стеснять. Надо бы их разбудить, но Варвара Михайловна не велела. Ты, говорят, их не буди. Дуняш, кофе поскорее, мамочка кофе просит. Сию минуточку. Ну? Слава богу, приехали. Вот ты и дома. Душечка моя приехала. Красавица приехала. Натерпелась я. Выехала я на Страстной неделе. Тогда было холодно. Шарлотта всю дорогу говорит, представляет фокусы. Зачем ты навязала мне Шарлотту? Нельзя же тебе одной это было ехать, душечка, 17 лет. Ну что, как? Заплатили проценты? Где-то. Боже мой.
Боже мой. В августе будут продавать имение. Боже. Не. Вот так бы и дала ему. Варя, сделай предложение. Ведь он же тебя любит. А чего молчите? Почему не объяснитесь? Я так думаю, ничего у нас не выйдет. У него дела много. Ему не до меня. Он и внимания не обращает. Бог с ним совсем, тяжело мне его видеть. Все говорят о нашей свадьбе, все поздравляют, а на самом деле ничего нет. Все как сон. Ой, у тебя брошка вроде как пчелка. Это мама купила. А в Париже я на воздушном шаре летала. Душечка моя приехала. Красавица приехала. Хожу я, душечка, цельный день по хозяйству, все мечтаю. Вот выдать бы тебя замуж за богатого человека. Тогда бы я была покойной. Пошла бы себе в пустынь, потом в Киев, в Москву. И так бы все ходила по святым местам. Ходила бы и ходила. Благолепие. Тут можно пройтись? И не узнаешь вас, Яша. И какой вы стали за границей. А вы кто? Когда вы уезжали, я была вот этакой. Дуняша, Федора Казадоева дочь. Вы не помните? Огурчик. Надо бы маму предупредить. Петя здесь. Барыня здесь будут кушать. Готов кофе? Вон! Ты, а сливки? Боже мой. Ты недотёпа. Ну, он недотёпа. Прекрасно, он недотёпа. Как это? Дай-ка вспомнить. Дуплет в угол. Желтого в середину. Режу в угол. Когда-то мы с тобой, сестра, спали в этой самой комнате. А теперь мне уже 51 год, как это ни странно. Да, время идет. Кого? Время, говорю, идет. А здесь пачули пахнет, да? Я спать пойду. Спокойной ночи, мама. Ненаглядно. Дитюся моя, ты рада, что ты дома? Я никак в себя не приду. Прощай, дядя.
Господь ступил. Как ты похож на свою мать. Ты, Люба, в ее возрасте была точно такой. Она утомилась очень. Дорога, небось, длинная. Да. Что ж, господа, 3-й час. Пора и честь знать. Ты все такая же, Варя. Вот выпью кофе. Тогда все уйдем. Барыня моя приехала, дождался. Теперь хотим умереть. Неужели это я? Сижу. Мне хочется прыгать, размахивать руками. Вдруг я сплю. Видит Бог. Я люблю Родину. Люблю. Я не могла смотреть из вагона, все плакала. Однако же надо пить кофе. Спасибо тебе, Фирс. Спасибо, мой старичок. Я так рада, что ты еще жив. Позавчера. Он плохо слышит. Мне сейчас в 5 часу утра в Харьков ехать. Такая досада. Хотелось поглядеть на вас, поговорить. Вы все такая же великолепная. Даже похорошела. Одет по парижскому, пропадай моя телега, все 4 колеса. Ваш брат, вот, Леонид Андреевич, говорит про меня, что я хам, я кулак, но это мне решительно все равно, пускай говорит. Хотелось бы только, чтобы вы мне верили по-прежнему, чтобы ваши удивительные, трогательные глаза глядели на меня, как прежде. Боже милосердный, мой отец был крепостным у вашего деда и отца. Но вы, собственно, вы для меня сделали когда-то так много, что я забыл все. И люблю вас как родную. Больше, чем родную. Я не могу усидеть. Не в состоянии. Нет, я не переживу этой радости. Смейтесь надо мной, я глупая. Шкафик мой родной. Столик мой. Мне хочется сказать вам что-нибудь очень приятное, веселое. Сейчас уеду. Некогда разговаривать. Ну да я в 2-3 словах. Вы уже знаете, вишневый сад ваш продается за долги. На 22 августа назначены торги. Но вы не беспокойтесь, моя дорогая. Спите себе спокойно. Выход есть. Вот мой проект. Прошу внимания. Ваше имение находится всего в 20 верстах от города. Возле прошла железная дорога. И если землю по реке и вишневый сад разбить на дачные участки и отдавать потом в аренду под дачи, то вы будете иметь самое малое 25 тысяч в год дохода. Извините. Какая чепуха. Я вас не совсем понимаю, Ермолай Алексеевич. Вы будете брать с дачников самое малое по 25 рублей за десятину. И если теперь же объявите, то я ручаюсь чем угодно, у вас до осени не останется ни одного свободного клочка, все разберут. Одним словом, поздравляю, вы спасены. Местоположение чудесное. Река глубокая. Только нужно кое-что поубрать, почистить. Например, скажем, снести все старые постройки. Вот этот дом, который уже никуда не годится. Вырубить старый вишневый сад. Вырубить. Простите. Милый мой. Вы ничего не понимаете. Ведь если есть что-нибудь во всей губернии интересное,
даже замечательная. Так это только наш вишневый сад. Замечательного в этом саду только то, что он очень большой. Вишня родит раз в 2 года, да и ту девать некуда, никто не покупает. И в энциклопедическом словаре упоминается про этот сад. Но если ничего не решим и ни к чему не придем, то 22 августа и вишневый сад, и все имение будут продавать с аукциона. Решайтесь же. Выхода другого нет. Клянусь вам. Нет. И нет. В прежнее время, лет 40-50 назад, вишню сушили, мочили, мариновали, варенье варили. И бывало... Помолчи, Фирс. И бывало, сушеную вишню вазами отправляли в Москву и в Харьков. Денег было. И сушеная вишня тогда была мягкая, сочная, сладкая, душистая. Способ тогда знали. А где же теперь этот способ? Забыли. Никто не помнит. До сих пор в деревне были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники. Все города, даже самые небольшие, теперь окружены дачами. И дачник, можно сказать, лет так через 20 размножится до необычайности. Теперь он только чай пьет на балконе, но ведь может случиться, что на своей 1/10 он займется хозяйством. И тогда ваш вишневый сад станет роскошным, богатым, счастливым. Какая чепуха. Что в Париже? Как? Ели лягушек. Крокодилов ел. Вы подумайте. Тут, мамочка, вам 2 телеграммы. Вот они. Ты из Парижа. С Парижем кончено. Ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выдвинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Шкаф сделан ровно 100 лет тому назад. А? Каково? Можно было бы юбилей отпраздновать. Ну, предмет неодушевленный, но все-таки как-никак книжный шкаф. 100 лет? Вы подумайте. Да, это вещь. Дорогой, многоуважаемый шкаф, приветствую твое существование, которое вот уже больше 100 лет было направлено к светлым идеалам добра и общественного самосознания. Твой молчаливый призыв к плодотворной работе не ослабевал в течение 100 лет, поддерживая в поколениях нашего рода бодрость, веру в светлое будущее и воспитывая в нас идеалы добра и общественного самосознания. Ты все такой же, Леня. От шара направо в угол.
средние. Ну, мне пора. Да. Может быть, примите сейчас пилюли? Не надо принимать. Медикаменты, милейшие, от них ни вреда, ни пользы. Дайте-ка сюда, многоуважаемая. Вот. Да вы с ума сошли? Все пилюли приняли. Ну, какая прорва, Не были у нас на святой. Пол ведра огурцов скушали. И все на доброе здоровье. О чем это он? Уже 3 года так бормочет, мы привыкли. Простите, Шарлотта Ивановна, я не успел еще поздороваться с вами. Если вам позволить поцеловать руку, то вы потом пожелаете в локоть, потом в плечо. Не везет мне сегодня. Шарлотта Ивановна, покажите фокус. Шарлотта, покажите фокус. Не надо. Я спать желаю. Да. Ну, через 3 недели увидимся. Пока прощайте. Пора. До свидания. До свидания. Не хочется уезжать. Ежели надумаете насчет дачи, решите, тогда дайте знать. Я взаймы 1050 достану. Серьезно подумайте. Да уходите же, наконец. Ухожу. Хам. Впрочем, пардон. Варя выходит за него замуж, это Варин женишок. Не говорите, дядечка, лишнего. Что же, Варя, я буду очень рада. Он хороший человек. Все-таки, многоуважаемая, одолжите мне взаймы 240 рублей. Завтра по закладной процент платите. Нету. У меня в самом деле нет ничего. Найдутся. Не теряю никогда надежды. Вот думаешь, все пропало, погиб. А глядь, железная дорога по моей земле прошла, и мне заплатили. А там, глядишь, еще что-нибудь случится не сегодня, завтра. 200 тысяч выиграет Дашенька, у нее билет есть. Кофе вы. Ой. Опять не те брючки одели. И что мне с вами делать? Уже взошло солнце, и не холодно. Взгляните, мамочка, какие чудесные деревья. Боже мой, воздух. О, скворцы поют. Сад весь белый. Ты не забыла, Люба? Вот эта длинная аллея идет прямо, точно протянутый ремень. Она блестит в лунные ночи. Не забыла, помнишь? О, мое детство, чистота моя. В это детское я спала, глядела отсюда на сад. Счастье просыпалось со мной каждое утро. И тогда он был точно таким, ничто не изменилось. Весь белый. О, сад мой, после темной ненастной осени, холодной зимы, опять ты молод, полон счастья. Ангелы небесные не покинули тебя. Если бы я могла снять с груди и плеч моих тяжелый камень, если бы я могла забыть мое прошлое. Да. И сад продадут за долги. Как это ни странно. Смотрите. Покойная мама идет по саду в белом платье. Это она.
Где? Господь с вами, мамочка. Никого нет. Не показался. Направо, на повороте к беседке, белое деревце склонилось, похоже на женщину. Какой изумительный сад. Белые массы цветов. Голубое небо. Любовь Андреевна, я только поклонюсь вам и тотчас же уйду. Мне приказано было ждать до утра, но мне не хватило терпения. Это Петя Трофимов. Петя Трофимов, бывший учитель вашего Гриши. Неужели так изменился? Говорила ведь Петя, чтоб погодили до завтра. Полно. Полно, Люба. Гриша, мой мальчик. Гриша, сын. Что же делать, мамочка? Воля Божья. Будет. Будет. Мальчик погиб. Утонул. Для чего? Для чего, мой друг? Ай, я громко говорю, а там Аня спит. Я поднимаю шум. Что же, Петя? А чего вы так подурнели? А чего постарели? Да, меня в вагоне одна баба назвала так. Облезлый барин. Вы были тогда совсем мальчиком. Милым студентиком. Теперь волосы не густые, очки. Неужели вы все еще студент? Должно быть, я буду вечным студентом. Ну, пора спать. Мне бы, Любовь Андреевна, душа моя, завтра утречком 240 рублей. А это все свое. 240 рублей проценты по закладной платить. Да нет у меня денег, голубчик. Отдам, милая, сумма пустяшная. Ну, хорошо, Леонид даст. Ты дай, Леонид. Дам я ему. Держи, карман. Ну, что же делать? Дай. Ему нужно. Он отдаст. Сестра еще не отвыкла сорить деньгами. Отойди, любезно, от тебя пахнет курицей. А вы, Леонид Андреевич, все такой же, как были. Кого? Что он сказал? Твоя мать пришла из деревни. Со вчерашнего дня сидит в людской, хочет повидаться. Бог с ней совсем.
Ах, бесстыдник. Очень нужно. Могла бы и завтра прийти. Мамочка такая же, как и была. Нисколько не изменилась. Если бы ей волю, она бы все раздала. Да. Ну, сестра, во-первых, вышла замуж за присяжного поверенного, не дворянина. Вышла замуж за недворянина и вела себя, нельзя сказать, чтобы уж очень добродетельно. Она хорошая, добрая, славная. Я ее очень люблю, но как-то не подыскивая смягчающие обстоятельства, все же надо сознаться, она порочна. Это чувствуется ее малейшем движении. Аня стоит в дверях. Кого? Что ж ты не спишь, Аня? Не спится. Не могу. Крошка моя. Дитя мое. Ты не племянница, ты мой ангел. Ты для меня все. Верь мне, верь. Я верю тебе, дядя. Тебя все любят, уважают. Но, милый дядя, тебе нужно молчать. Только молчать. Что ты говорил только что про мою маму, про свою сестру? Для чего ты это говорил? На самом деле это ужасно. Боже мой. Боже, спаси меня. Сегодня я речь говорил перед шкафом. Так глупо. И только когда кончил, понял, что глупо. Правда, дядечка. Вы лучше молчите. Молчите себе и все. А если будешь молчать, то тебе же самому будет спокойнее. Молчу. Молчу. Только вот о деле. В четверг я был в окружном суде. Ну, сошлась компания, начался разговор. То, сё, 5-е, 10-е. И кажется, вот можно будет устроить заем под векселя, чтобы заплатить проценты в банк. Если бы Господь помог. Не реви. Во вторник поеду еще раз, поговорю. Твоя мама поговорит с Лопахиным, он, конечно, ей не откажет. А ты, как отдохнешь, поедешь в Ярославль.
графини твоей бабушки. Вот так и будем действовать с 3 концов. И дело наше в шляпе. Проценты в банк мы заплатим, я убежден. Чести моей. Чем хочешь, клянусь. Имение не будет продано. Счастьем моим клянусь. Вот тебе моя рука. Назови меня тогда длинным, бесчестным человеком, если я допущу до аукциона. Всем существом своим клянусь. Какой ты хороший, дядя. Какой умный. Я теперь покойна. Я теперь покойна. Я счастлива. Леонид Андреевич, Бога вы не боитесь. Когда же спать? Сейчас, сейчас. Ты уходи, Филс. Я уж так и быть, сам разденусь. Ну, детки. Бай-бай. Сейчас ложитесь спать. Подробности завтра. А сейчас спать. Я человек 80-х годов. Не хвалит это время, но все же могу сказать, за убеждение мне немало достало в жизни. Недаром меня мужик любит. Мужика надо знать, с какой страны. Дядя, ты опять? Дядечка, вы молчите. Леонид Андреевич. Иду. Ложитесь. От 2 бортов. В середину. Кладу чисто. Иду. Я теперь покойна. Я покойна. Я счастлива. Спасибо, дядя. Надо спать. Тут без тебя в людской было недоразумение. В старой людской живут одни старые слуги. Стали они пускать к себе ночевать каких-то проходимцев. Я заснула. Пойдем в постельку, а? Пойдем. Пойдем, родной. Она спит. Ой, спит. Пойдем, родная. Ну, я так устала. Все колокольчики. Дядя, милый. И мама, и дядя. Пойдем. Солнышко мое, весна моя. У меня нет настоящего паспорта. И я не знаю, сколько мне лет. Мне все кажется, что я молоденькая. А когда я была маленькой девочкой, мой отец и мамаша ездили по ярмаркам и давали представления. Очень хорошие. А когда папаша и мамаша умерли, меня взяла на воспитание одна немецкая госпожа. И начала меня учить. Хорошо. Я выучилась и пошла в гувернантки. А кто я, откуда я?
Не знаю, кто мои родители. Может, они не венчаны, не знаю. Так хочется поговорить и не с кем. Никого у меня нет. Я помню все, и голос милый, и ласки без конца. И я буду помнить до могилы черты любимого лица. Как приятно играть на мандолине. Это гитара, а не мандолина. Для безумца, который влюблен, это мандолина. И сад я помню над рекою, где мы вечерний поздний час бродили тихою стопою, где мы сошлись в последний раз. Как ужасно поют эти люди. Как шакалы. Все-таки какое счастье бывать за границей. Да. Не могу с вами не согласиться. Понятное дело. За границей все давно уж в полной комплекции. Само собой. Я развитой человек. Читаю разные замечательные книги. Никак не могу понять направление, чего мне, собственно, хочется. Жить мне или застрелиться, собственно говоря. Но, тем не менее, я всегда ношу при себе револьвер. Вот он. Ты, Епиходов, очень умный человек. Очень страшный. Тебя должны безумно любить женщины. Эти умники. Все такие глупые, мне не с кем поговорить. Все одна и одна, никого у меня нет. И кто я? Зачем я? Неизвестно. Собственно говоря, не касаясь других предметов, я могу выразиться о себе, между прочим, что судьба ко мне относится без сожаления, как буря к небольшому кораблю. Если, допустим, я ошибаюсь, тогда зачем же сегодня утром я просыпаюсь, к примеру, сказать? Гляжу, а на груди у меня страшной величины паук. Вот такой. Тоже квасу возьмешь, чтобы напиться, а там в высшей степени что-нибудь неприличное. Вроде таракана. Вы читали Бакля? Я желал бы побеспокоить вас, Авдотья Федоровна, на пару слов. Говорите. Мне бы желательно наедине. Хорошо, только принесите мне мою тальмочку. Она там около шкафа висит. Тут немножко сыра. Хорошо-с. Принесусь. Теперь я знаю, что мне делать с моим револьвером.
Висят, я помню, над рекой, где в вечерний поздний час бродили тихою стопою, где мы сошли последний раз. Огурчик. Конечно, каждая девушка должна себя помнить. Я больше всего не люблю, когда девушка дурного поведения. Я страстно полюбила вас. Яша, вы такой образованный. Во всем можете рассуждать. Да, Настя. Я так думаю, что ежели девушка кого любит, то значит она безнравственная. Приятно выкурить сигару на чистом воздухе. Сюда идут. Да, господа, идите домой, будто ходили на реку купаться. Идите каждой дорогой. А то встретятся и подумают про меня, что я с вами на свидание. Терпеть не могу. У меня от сигары голова разболелась. Надо окончательно решить. Время не ждет. Вопрос ведь совсем пустой. Согласны вы отдать землю под дачу или нет? Ответьте. Одно слово. Да или нет? Только одно слово. Ты-то курит тут отвратительные сигары. Только одно слово. Дайте же мне ответ. Алло. Вчера было много денег, а сегодня совсем мало. Бедная моя Варя. Из экономии кормят всех молочным супом. На кухне старикам дают один горох, а я трачу как-то бессмысленно. Ну вот. Посыпались. Позвольте. Я сейчас подберу. Будьте добры, Яша. Зачем я только поехала завтракать? Дрянной ваш ресторан с музыкой. Скатерти пахнут мылом. Зачем так много пить, Леня? Зачем так много есть? Зачем так много говорить? Сегодня в ресторане опять ты говорил много, все не кстати. О 70-х годах, о декадентах. И кому? Половым говорить о декадентах. Да. Я неисправим, это очевидно. Что такое? Вы постоянно крутишься перед глазами. Я не могу без смеха вашего голоса слышать. Или я, или он. Уходите, Яша. Ступайте. Сейчас уйду. Сию минуту. Ваше имение собирается купить богач Дериганов. На торги, говорят, приедет сам лично. А вы откуда слышали? В городе, говорят. Ярославская тетушка обещала прислать. Ну, когда и сколько пришлет?
Неизвестно. Сколько она пришлет? 1100? 200? Ну, 10-15, на том спасибо. Простите, но таких легкомысленных людей, как вы, господа, таких неделовых, странных, я еще не встречал. Вам русским языком говорят, имение ваше продается, а вы точно не понимаете. Ну что же нам делать? Ну научите, что? А я вас каждый день учу. Каждый день я говорю вам все одно и то же. И вишневый сад, и землю по реке нужно отдать в аренду под дачи. Сделать теперь же поскорее. Аукцион на носу. Если решите, чтобы окончательно были дачи, так денег вам дадут сколько угодно, и вы тогда спасены. Ну, дачи и дачники. Это так пошло, простите. Совершенно с тобой согласен. Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. Я больше не могу, вы меня замучили. Баба вы. Кого? Баба. Не уходите, останьтесь, голубчик, прошу вас, может быть, надумаем что-нибудь. О чем тут думать? Ну, останьтесь, прошу вас. Я все жду чего-то. Как будто над нами должен обвалиться дом. Туплет в угол, круазе в середину. Слишком много мы грешили. Какие у вас грехи? Говорят, все свое состояние я проел на леденца. О, мои грехи. Я всегда сорила деньгами без удержу, как сумасшедшая. Вышла замуж за человека, который делал одни только долги. Муж мой умер от шампанского, он страшно пил. На несчастье я полюбила другого. Сошлась. В это самое время удар прямо в голову. Это было первое наказание. Тут на реке утонул мой мальчик. И я уехала за границу. Совсем уехала. Чтобы никогда не возвращаться и не видеть этой реки. Я закрыла глаза, бежала, себя не помню, как сумасшедшая. Он за мной. Безжалостно, грубо. Купила я дачу возле Ментона, так как он заболел там. И 3 года я не знала отдыха ни днем, ни ночью. Больной измучил меня. Душа моя высохла. А в прошлом году, когда дачу продали за долги, я уехала в Париж. И там он обобрал меня. Бросил. Сошелся с другой. Я пробовала отравиться. Так глупо, так стыдно. Потянул вдруг в Россию, на родину, к девочке моей. Господи, Господи, будь милостив. Прости мне грехи мои. Не наказывай меня больше. Получила сегодня из Парижа. Просит прощения. Умоляет вернуться.
Словно где-то музыка. Это наш знаменитый еврейский оркестр. Ну, помнишь? 4 скрипки, флейты и контрабас. Он еще существует. Зазвать бы его как-нибудь к нам. Устроить вечерок. За деньги русака немцы офранцузят. Какую я вчера в театре пьесу смотрел. Очень смешно. Но ничего нет смешного. Вам бы не пьесы смотреть. А смотреть вы почаще на самих себя. Как вы все серо живете. Как много говорите ненужного. Да, это правда. Надо прямо говорить. Жизнь у нас дурацкая. Жениться вам нужно, друг мой. На нашей бы Варе. Она хорошая девушка. Что ж, я не прочь. Она девушка хорошая. Мне предлагают место в банке. 6 тысяч в год. Слыхала? Где тебе? Сиди уж. Извольте, сударь, надечь, а то сыро. Надоел ты, брат. Нечего там. Утром уехали, не сказавшись. Как ты постарел, Фирс? Чего изволите? Говорят, ты постарел очень. Живу давно. Меня женить собирались, а вашего папашу еще на свете не было. А воля вышла, я уже старшим камердинером был. Тогда я не согласился на волю. Остался при господах. И помню, все рады, а чему рады и сами не знают. Прежде очень хорошо было. По крайней мере, драли. А еще бы. Мужики при господах, господа при мужиках. А теперь все в раздробь, не поймешь ничего. Молчи, Фирс. Помолчи. Чего молчи? Я говорю, не поймешь, какие мещане, вот мещане, что-то. Вот и наши идут. Иди, иди, родные мои. Если бы вы обе знали, как я вас люблю. Садитесь рядом. Вот так. Наш вечный студент все с барышнями ходит. Не ваше дело. Ему 50 лет скоро, он все еще студент. Оставьте ваши дурацкие шутки. Ну, а чего ж ты, чудак, сердишься? Ты не приставай. Позвольте вас спросить, как вы обо мне понимаете? Я, Ермол Алексеевич, так понимаю. Вы богатый человек. Вы будете скоро миллионером. Ну, как в смысле обмена веществ. Нужен хищный зверь, который съедает все, что попадается ему на пути. Вот так это и нужен. Вы, Петя, расскажите лучше о планетах. Нет. Давайте продолжим вчерашний разговор. О чем ты? О гордом человеке. Мы вчера говорили долго, ни к чему не пришли. В гордом человеке, в вашем смысле, есть что-то мистическое. Быть может, вы и правы по-своему.
Ну, а если говорить так попросту, вот, без затей, ну, какая там гордость? Если в ней смысл? Если человек физиологически устроен? Неважно. Если в своем громадном большинстве он груб, неумен, глубоко несчастлив, надо бы перестать восхищаться собой. Надо бы только работать. Все равно умрешь. Ну, кто знает, что на чем умрешь. Быть может, у человека 100 чувств, а со смертью погибает только 5 известных нам. Остальные 95 остаются живы. Какой вы умный, Петя. Страсть. Человечество идет вперед, совершенствуя свои силы. И то, что недосягаемо для него теперь, когда-нибудь станет близким, понятным. Только надо работать и помогать всеми силами тем, кто ищет истину. А у нас в России пока работает очень немногие. Громадное большинство той интеллигенции, как вы и я знаю, вообще ничего не ищет, ничего не делает. И к труду пока не способны. Называется интеллигенцией. А прислуги говорят, ты с мужиками обращается как с животными, учатся плохо, серьезно ничего не читают, а ровно ничего не делают. О науках только говорят. И в искусстве понимают мало. Но все серьезные. У всех строгие лица. И говорят только о важном. Философствуют. А между тем у всех на глазах рабочие едят отвратительно. Спят без подушек по 30, по 40 в одной комнате. Везде клопы, смрад, сырость, нравственная нечистота. И, очевидно, все хорошие разговоры у нас для того только, чтобы отвести глаза себе и другим. Ну вот укажите мне, где у нас ясли, о которых говорят так много и часто? Где читальни? О них только в романах пишут. А на деле же их нет совсем. Есть только грязь, пошлость, азиатчина. Я боюсь и не люблю очень серьезных физиономий. Боюсь серьезных разговоров. Лучше помолчи. Надо только начать делать что-нибудь, чтобы понять, как мало честных, порядочных людей. Иной раз, когда не спится, я думаю, Господи, Ты дал нам громадные леса, необъятные поля, глубочайшие горизонты. И живя тут, мы сами должны бы по-настоящему быть великанами. Вам понадобились великаны. Они только в сказках хороши. Так они пугают. Епиходов идет. Епиходов идет. Солнце село, господа. Да. О, природа. Дивная.
блещешь вечным сиянием, прекрасная и равнодушная. Ты, которую мы называем матерью, сочетаешь в себе бытие и смерть. Ты живишь и разрушаешь. Дядечка. Дядя, ты опять? Молчу, молчу. Это что? Не знаю. Наверное, где-нибудь далеко в шахтах сорвалась бадья. Ну, а где-нибудь очень далеко. А может быть, птица какая-нибудь? Вроде цапли. Или филин. Неприятно почему-то. Перед несчастьем тоже было. И сова кричала, и самовар гудел бесперечь. Перед каким несчастьем? Перед волей. Друзья, уже вечереет. Пойдемте домой, пора. У тебя на глазах слезы. Что ты, девочка? Так, мам, ничего. Кто-то идет. Позвольте вас спросить. Могу я пройти здесь прямо на станцию? Можете. Идите по этой дороге. Чувствительно вам благодарен. Погода превосходная. Брат мой, страдающий брат, выйти на Волгу через 100. Мадемуазель, позвольте голодному россиянину копеек 30. Всякому безобразию есть свое приличие. Возьмите. Серебра нет. Вот вам золотой. Чувствительно вам благодарен. Я уйду. Ах, мамочка, дома людям есть нечего. А вы отдали ему золотой. Ну что же со мной глупое делать? Я тебе дома отдам все, что у меня есть. Ермол Алексеевич, дадите мне еще взаймы? Слушаю. Пойдемте, господа, пора. А мы тебя, Варя, тут просватали совсем. Поздравляю. Ведь, мама, шутить нельзя. Ахмелия, иди в монастырь. У меня дрожат руки. Давно не играл на бильярде. Ахмелия, о нимфа, помяни меня в твоих молитвах. Идемте, господа, скоро ужинать. Напоминаю вам, господа, 22 августа будет продаваться вишневый сад. Думайте об этом. Спасибо, прохожий. Напугал Варю. Теперь мы одни. Варя боится, а вдруг мы полюбим друг друга.
целые дни не отходит от нас. Своей узкой головой не может понять, что мы выше любви. Обойти это мелкое, призрачное, что мешает быть свободным, счастливым. Вот смысл и цель нашей жизни. Вперед. Мы идем неудержимо к яркой звезде, которая горит там, вдали, вперед. Не отставай, друзья. Как хорошо вы говорите. Сегодня здесь дивно. Погода удивительная. Что вы со мной сделали, Петя? Отчего я не люблю вишневого сада, как прежде? Я любила его так нежно. Мне казалось, на земле нет лучше места, как наш сад. Вся Россия. Наш сад. Земля велика, прекрасна. Есть на ней много чудесных мест. Подумайте, Аня, ваш дед, прадед, все ваши предки были крепостники, владевшие живыми душами. Неужели с каждой вишни в саду, с каждого листка, с каждого ствола не глядят на вас человеческие существа? Неужели вы не слышите голосов? Владеть живыми душами — это переродило всех нас, живших раньше, теперь живущих. Так что ваша мать, вы, Аня, вы не замечаете, что вы живете в долг, на чужой счет, на счет тех людей, которых не пускают дальше передней. Мы отстали, по крайней мере, лет на 200. У нас ведь нет ровно ничего. Нет определенного отношения к прошлому. Мы только философствуем, жалуемся на тоску, пьем водку. А ведь так ясно, чтобы начать жить в настоящем, надо сначала искупить наше прошлое, покончить с ним. А искупить его можно только страданием, только необычайным, непрерывным трудом. Поймите это, Аня. Дом, в котором мы живем, давно уже не наш дом. И я уйду, даю вам слово. Если у вас есть ключи от хозяйства, бросьте их в колодец и уходите. Будьте свободны, как ветер. Как хорошо вы сказали. Верьте мне, Аня, верьте. Мне еще нет 30, я еще молод. Я еще студент, но я уже столько вынес. Как зима, так и голоден, болен, беден, встревожен, как нищий. И куда только судьба меня не гоняла, где я только не был. Но всегда душа моя была полна неизъяснимых предчувствий. Я предчувствую счастье, Аня. Я уже вижу его. Восходит луна. Да, восходит луна. Вот оно счастье. Вот. Я уже вижу, что она идет. Приближается все ближе и ближе. Если мы не увидим, не узнаем его, то что за беда? Его узнают другие. Аня, где ты?
возмутительно. Пойдемте к реке. Там хорошо. Пойдемте.